Официальное пиво группы Металлика. Он огромный, он прям здоровенный. Так, сейчас измерим. Офигеть, да? 19 тысяч рублей. Друзья, у нас сегодня необычный выпуск, можно сказать, новая рубрика. Дело в том, что мне подписчик прислал подарок. Скажу честно, мне очень приятно. Если это будет происходить регулярно, то, думаю, можно сделать такой формат на канале постоянным. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Есть у меня один подписчик с города Владивостока, который также является преданным слушателем моей группы Star Killers. И он не пропускает ни одного концерта и всегда старается приходить не с пустыми руками. Как-то раз в качестве подарка он принес нам официальное пиво группы Металлика. Ну, на мой вкус пивко так себе, на любителя. Но согласитесь, жест очень гостеприимный и приятный. В общем, зовут его Сережа, я вот здесь вот оставлю его ник, можете подписаться на него, либо просто посмотреть на этого хорошего и доброго человека. Короче, он мне прислал вот такую вот штуковину. И это электрический вок от компании Borg. Знаете, у нас в Хабаровске есть фирменный магазин этого известного бренда. Однако большинство людей, в том числе и ваш покорный слуга, обычно в этот магазин заходят как в музей, потому что у них, конечно же, техника классная, но весьма дорогостоящая. Я не скажу, что она стоит прям каких-то космических денег, но обычно к такого рода покупкам люди готовятся. То есть читают отзывы, изучают обзоры, шерстят мануалы. Короче, как с покупкой нового айфона. Ты пересмотришь весь интернет, а потом сидишь и ломаешь себе голову, а стоит тебе его вообще покупать или нет. Ну а потом покупаешь. И вот он присылает мне посылку, я вскрываю транспортную упаковку, вижу эту коробку и просто натурально впадаю в шок. В общем, давайте ее распакуем, посмотрим на нее, и я попробую приготовить в ней что-нибудь вкусненькое. В общем, друзья, вот так этот вок выглядит. И знаете, мое первое впечатление, он большой. Не, он огромный, он прям здоровенный. Просто для примера, вот все сковородки воки, которые вы видите у меня в рецептах, они у меня все идут 28 сантиметров. Здесь же я не знаю сколько, здесь, наверное, сантиметров 40 в диаметре, но он прям огромный. Так, сейчас измерим. 36,5. Офигеть, друзья, это очень большая сковорода. Мне кажется, она просто не вместится в кадр, если я буду в ней снимать для вас рецепты. Когда я его только получил, я, конечно же, первым делом побежал гуглить цену. И на сегодняшний момент он стоит 19 тысяч рублей. Офигеть, да? 19 тысяч рублей за сковороду. Вы можете себе такое представить? Кстати говоря, если у кого-нибудь есть такой вок, обязательно напишите в комментариях, как он вам и вообще, как вы пришли к его покупке. Мне реально интересно. Я прочитал мануал, инструкцию, и здесь все очень классно описано, что 15 режимов температуры, до 218 градусов она раскаляется, что чаша многослойная, с антипригарным покрытием. В общем, много всяких технических моментов, в которые я не буду особо углубляться, потому что это не особо интересно. Но скажу лишь одно. Есть одна очень важная проблема у всех сковородок вок, которые продаются в посудных магазинах. Эта проблема в том, что это не совсем настоящие воки. У них у всех плоское дно, что само по себе нарушает технологию приготовления воки, а именно постоянное перемешивание во время жарки на сильном огне. У данного вока дно не плоское, оно круглое, ну или как сказать, выпуклое, впуклое. В общем, я уверен, что некоторые из вас готовы со мной поспорить, что такое настоящий вок. И, собственно, я приглашаю вас этой дискуссии в комментарии. Я уверен, что это разговор из разряда, какой казан лучше, чугунный либо алюминиевый. В общем, пишите свои аргументы, я их с удовольствием почитаю. Кстати говоря, забыл вам сказать, что мне еще в коробку положили вот такую вот упаковку макарон, тоже от компании Borg. Здесь написано Linguini. Я скажу честно, я небольшой специалист в итальянской кухне, но пасты я люблю, поэтому с удовольствием приготовлю и съем. А еще здесь в комплекте идет вот такая вот симпатичная лопатка пластиковая для перемешивания. В общем, думаю, самое время протестировать данный вок, и сегодня я в нем приготовлю тальгальпа кимпап.
Это корейское название знаменитого блюда, всем вам известного, а именно жареный рис с яйцом. И перед тем, как мы начнем готовить, подпишись на канал, поставь лайк и не забудь нажать в колокольчик. Также напоминаю тебе, что если ты хочешь поддержать выход моих новых роликов, будь то рецепты, либо обзоры, то ты можешь сделать это, оформив подписку на моей страничке в сервисе Boosty. Там тебя ждет ряд дополнительных бонусов, уникальный контент, ну и, конечно же, моя личная благодарность. Ты мне очень сильно поможешь, спасибо тебе большое. Ну а мы приступаем к готовке. На экране, как обычно, представлены все ингредиенты. Ставим видео на паузу, делаем скриншот и идем в магазин. Этот список есть в описании под роликом. Готовим на 2-3 порции. Итак, начинаем с нарезки овощей. Как обычно, первым нарежем репчатый лук. Режем его на небольшие кубики. Следующая морковь. Нарезаем ее тоже на небольшие кубики. Для этого сначала режем на пластины, потом вдоль на брусочки и затем поперек на кубики. Кабачок нарезаем точно так же, как и морковь. У болгарского перца сначала отрезаем заднюю часть, далее убираем семена, разрезаем на несколько частей и режем также на кубики. Зеленый лук просто мелко шинкуем. Чеснок измельчаем с помощью ножа. Можете воспользоваться чеснокодавкой. Итак, приступаем к жарке. Включаем вок. Я сразу ставлю на максимальную температуру. Добавляем примерно столовую ложку масла. Через пару минут, как разогреется сковорода, кладем жариться куриные яйца. Сразу перемешивайте. Жарим буквально минуту. Яйца схватятся, и теперь их можно вытаскивать. Когда жарите в воке, всегда важно подготовить все ингредиенты заранее, потому что во время жарки у вас не будет времени что-то нарезать. Температура высокая, и надо постоянно размешивать. Снова добавляем немного масла. Теперь кладем жариться репчатый лук и морковь. Постоянно помешивайте, чтобы ничего не подгорело. Важно, чтобы овощи равномерно обжарились. Спустя минуту добавляем к ним сладкий перец и кабачок. Снова размешиваем. Жарим 2 минуты. Теперь кладем главный ингредиент – рис. Разбиваем лопаткой комочки и перемешиваем его с овощами. Так жарим минуту и дальше по краям вока вливаем 2-3 столовые ложки соевого соуса. Услышите характерное шипение, сразу перемешайте, чтобы соус равномерно распределился по рису и овощам. Если хотите вкус более насыщенный, то можете к соевому соусу добавить еще столовую ложку устричного соуса. Смешайте их и добавьте к жарящемуся рису. Будет вкуснее. Теперь возвращаем яйца. Добавляем зеленый лук. Перемешиваем все. Кладем чеснок. Обжариваем минуту и выключаем сковороду. Чеснок, кстати, можете класть перед тем, как будете добавлять рис. Примерно за полминуты. Итак, блюдо готово. Подавайте на стол в качестве главного, вместе с другими закусками. Приятного аппетита! Друзья, это очень вкусно. В общем, это классный вок, готовить в нем одно удовольствие.
Сережа, если ты смотришь это видео, то большое тебе спасибо. Я теперь буду в нем готовить регулярно. Единственный минус, который я лично для себя выделил, это нет возможности перемешивать путем подбрасывания. Приходится постоянно мешать лопаткой, и это не особо удобно, когда ты привыкаешь к тосингу. Но в остальном посудина очень классная. Я сначала думал, что будет неудобно мыть эту сковороду, но как оказалось, чаша очень легко снимается от основания, и потом ее можно мыть в раковине, либо в посудомойке. Там нет никаких электрических элементов, поэтому можно смело контактировать с водой, не боясь испортить либо сломать. Если кто-то хотел себе такую сковороду, но по какой-либо причине сомневался, то я могу смело вам ее рекомендовать, если бюджет позволяет. Это не реклама, мне Борг ничего не платит, к сожалению. Напоминаю, что это был подарок от моего подписчика, и я решил, что вам будет интересно посмотреть на него обзор. Возможно, он даже кому-нибудь поможет. Но если меня смотрит сейчас кто-нибудь из компании Борг, ребята, мне понравилась ваша техника, поэтому можете присылать мне какую-нибудь другую вашу продукцию, и я с удовольствием сниму и на нее обзор. Надеюсь, вам понравилось новое видео. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, в комментариях тоже что-нибудь напишите. Ну и колокольчик, друзья. Очень важно, чтобы все нажали колокольчик. Так вы не пропустите мои новые ролики. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно гляньте другие мои видео. Ну и всем пока.